Котик. Так, я сейчас вам показываю, в каких условиях я записываю это видео. Это видео я уже записываю из Турции, из Мармариса. А хочу записать о Шри-Ланке. Недавно вышло такое вот как раз видео, что я улетаю из Шри-Ланки, и поэтому я захотела сделать отдельное такое финальное, итоговое, завершающее видео, видео прощания с этим островом. Потому что я там провела 15 месяцев. Это для меня очень такой значительный срок. Я впервые в жизни провела столько много времени в стране, в другой стране, и не в родной. И однозначно, несмотря на то, что я улетела из Шри-Ланки, она теперь занимает такую значительную, значимую часть в моем сердце и вообще в моей жизни. И, наверное, начать я это видео хочу как раз именно с того, чтобы объяснить все-таки более подробно, почему же я уехала с этого райского острова. Несмотря на то, что на самом деле даже финансово вот в данных условиях, в наше время, во время карантина, это было бы довольно выгодно там продолжать оставаться. И остров действительно райский, это прекрасная, красивая природа и с, в общем-то, очень хорошими условиями. Вот. И я уже, в принципе, в предыдущем видео затронула и объяснила, как так получилось, что я приняла такое решение. Вот. Но кроме того, что я соскучилась за своей семьей, тут есть, конечно же, и другие причины. Тут, в общем, котик. Котики на меня запрыгивают, пока я тут записываю видео. Боже мой, лапушка какой сладенький. В общем, так получилось, что я решила улететь с этого острова по нескольким причинам. Одна из них — это то, что я просто поняла, что уже вот достаточно. Я уже взяла с этого острова все то, что я могла с него взять. Он мне дал все то, что он мне мог дать. И за 15 месяцев я бы сказала, что я очень активно путешествовала по всему острову. Я пережила самый разный опыт, и мне вот действительно кажется, что да, вот сейчас такое вот внутреннее ощущение, что вот сейчас время двигаться дальше, идти дальше. Вот. Кроме этого, такой образ жизни, пляжный образ жизни, я поняла, что он для меня не подходит для того, чтобы вести вот его долгое время. То есть пару лет, либо всю жизнь — это точно не для меня. То есть я понимаю, что я не смогу там полностью самореализовываться, полностью себя чувствовать свободной, ведя такой образ жизни. Но это для меня, потому что точно так же у меня есть очень много знакомых, которые там остаются, которые там живут уже много лет, себя чувствуют очень комфортно и очень хорошо себя там самореализовывают. Кроме этого, для меня лично, опять-таки, такая причина — это то, что я очень чувствительна к климату, к жаре, к жаркой высокой температуре и к высокой влажности. То есть после 10 утра уже такое начинается очень сильное солнце, и вот лично я настолько к этому чувствительна, что все, после 10 утра ты чувствуешь себя уставшей от этой жары и влажности, то есть, все, тело уставшее физически, голова уставшая, ты не можешь действительно ясно мыслить, и, в общем-то, большую часть дня ты не то чтобы что-то пытаешься делать, ты что-то пытаешься делать, при этом борясь с этой усталостью. Вот, поэтому тоже я понимаю, что в подобных условиях я не могу полностью себя самореализовывать и жить такой жизнью, которой я бы хотела бы. Это меня ограничивает. Несмотря на то, что у острова масса других прекрасных достоинств. Я его очень-очень люблю. Я действительно полюбила эту страну всем сердцем. И я бы сказала, что вот как раз насчет этого, я бы сказала, что тут даже можно такую провести параллель, знаете, вот как с отношениями с мужчиной, как с любимым мужчиной. То есть когда вы, например, находитесь в прекрасных, чудесных, счастливых отношениях вместе, но в какой-то момент вы расстаетесь. И расстаетесь не потому, что кто-то был плохой, кто-то недостойно себя вел, а потому что вы были оба счастливы, но вы оба смотрите по-разному на свою жизнь, вы ее видите по-разному. И вы понимаете, что вместе вы не можете самореализовываться свободно, вот, будучи вместе. Да, вот я бы сказала, что у меня отношения с Шри-Ланкой сложились вот как подобные отношения с мужчиной.
Если бы меня попросили описать все мои 15 месяцев на Шри-Ланке одним предложением, я бы сказала следующее. Ставить цели, действовать и не иметь никаких требований к тому, как твои цели должны воплотиться, а расслабиться и наслаждаться тем, что сейчас происходит. Потому что все равно все пойдет не по плану. Я бы сказала, что это гимн всего моего ланкийского путешествия. И для меня один из самых главных уроков, которому научил меня остров. С самого начала мое путешествие на Шри-Ланку пошло не по плану. И так оно потом в дальнейшем все и прошло. Началось оно с того, что сломался мой ноутбук, мой главный рабочий инструмент графического дизайнера. И заработанные деньги для первых месяцев жизни на Шри-Ланке ушли на новый. Так я оказалась с билетом в один конец, новым ноутом и скудными денежными остатками. И именно такое начало привело меня к тому, что я летала над Шри-Ланкой на самолете, я увидела кита, леопарда, впервые в жизни плавала под водопадом, каталась на велосипеде среди чайных плантаций, брала уроки кайтсерфинга. Так странно, но если бы не проблема с деньгами, ничего бы этого со мной не произошло бы. А все потому, что именно эта проблема заставила меня искать возможности и попробовать то, что мне давно было интересно, но почему-то откладывалось. Я решила попробовать поработать на острове по программе Workaway. Это программа, по которой тебе за твою работу предоставляют не деньги, а проживание, питание и знакомство с местной культурой. Это прекрасная возможность насыщенно попутешествовать для тех, у кого ограниченные финансовые возможности и кто хочет узнать страну глубже, чем обычный турист. Работая по своей специальности графическим дизайнером, разрабатывая логотипы, фирменный стиль для местного бизнеса, я пережила невероятный опыт в мои первые 4 месяца на Шри-Ланке. Я 4 раза летала на самолете, 4 раза была на сафари. Жила в горах, из моего окна открывался вид на водопад. Жила в хижине в отеле в богом забытом лесу у озера, где не было крыши в душе, и я принимала душ под бесчисленным количеством звезд и бесчисленными светлячками. В общем, в метре от меня сидит семейная пара. Видимо, поссорились. И вот понимаете, вот прям видно, что и она не хочет идти на уступки, и он как-то чувствует, что виноват. Вот видите, чувствует, что виноват, но тоже боится делать первый шаг. Пробует, наверное, пробует. Либо блоха там зачесалась. Не, блоха зачесалась. Нет, все-таки думает, надо сделать первый шаг, конечно. А тут, видите, с малышом. Нет, передумал. Не могу. Надо время обдумать все. Я влюбилась в Шри-Ланку. Я много работала. Каждую неделю плакала от истощения, потому что не было выходных, и я не успевала высыпаться все первые 3 месяца. Но каждый день при этом происходило что-то такое, от чего бегали мурашки по коже и захватывало дух. Я решила остаться на 6 месяцев, восстановиться после такого режима и путешествовать дальше. Но тут карантин, на Шри-Ланке в марте вводят комендантский режим, и только в конце мая он заканчивается. Вместе с ним заканчивается сезон на юге. Начинаются дожди, и все оставшиеся туристы со всего острова переезжают в Аругамбей, где как раз начинался сезон. А с мыслями, что снова хочу путешествия и активного движения, я еду в Аругам. Выхожу из машины, заселяюсь в отель, и там знакомлюсь с обаятельным, улыбчивым американским travel-блогером китайско-корейско-монгольского происхождения, с которым мы путешествуем 6 месяцев. Активно развиваем его travel-блог и своего рода становимся местными знаменитостями, если можно так выразиться. Нас узнают в каждом городе, и отели предлагают сотрудничество. А позже и сам Ланкийский государственный департамент по развитию туризма на острове также начинает предлагать нам сотрудничество. Таким образом, мы с Джонни побывали в самых удивительных местах, путешествуя самостоятельно и по сотрудничеству.
Мы побывали в заповеднике в Минерии, где увидели больше сотни слонов и единственных в мире слонов-двойняшек. Мы побывали в древней столице Шри-Ланки Полонаруве, в Сигирии, древнем городе, построенном на горе. Попробовали знаменитое самое острое крабовое карри в Джафне. Вытаскивали пиявок, присосавшихся во время прогулок по рисовым полям. Скакали на лошадях среди чайных плантаций. Плавали на 26-метровой яхте, на которой я снова увидела кита. Благодаря Джонни, который раньше несколько лет проработал инструктором по дайвингу, я впервые погрузилась с аквалангом. А еще в Тринкомале плавала с маской и трубкой на Пиджин-Айленде, где подо мной плавали рифовые акулы. Я совершенно не ожидала, что все это со мной может произойти. Я мечтала о многом из-за этого, я стремилась к этому, но представить себе не могла, что это все может произойти в моей жизни прямо сейчас. So Christina is having a glass of Darshan wine, and this is Darshan. Также во время путешествий я поняла, что после выгорания на работе я больше не хочу заниматься графическим дизайном, несмотря на то, что ранее выбрала эту профессию по любви. И я начала больше писать и развивать свой блог в Инстаграме, Фейсбуке и завела свой собственный YouTube-канал. Как я сказала ранее, мое путешествие началось под гимном «Ставить цели, но не строить ожиданий, как все должно произойти». Расслабиться и получать удовольствие от того, как все идет не по плану. Находясь в отношениях с Джонни и чувствуя себя счастливыми, у нас с Джонни стали появляться планы о наших дальнейших путешествиях в следующих странах, о совместном возвращении в Украину весной. Но, как я говорила в самом начале про Шри-Ланку, бывает, что сейчас вы счастливы вместе в отношениях, но по-разному видите свою жизнь. Поэтому планы на жизнь были поставлены, но кто же знал, что для их реализации нужно будет пройти через расставание, и что, видимо, эти планы должны воплотиться совсем другим образом и не с этим человеком. Я не хочу говорить много о личном и, в общем-то, упоминаю об этом только, чтобы обрисовать вам в целом, как у меня прошли эти 15 месяцев. С Джонни мы расстались в начале января этого года. После расставания совершенно неожиданно мы вместе пережили еще один прекрасный опыт. Нам предложила сотрудничество авиашкола пилотов. Они показали нам свою школу и предоставили 2 полета над Шри-Ланкой. То есть я снова летала. Как год назад по программе Workaway, только тогда, год назад, я была очень уставшей и не могла этим насладиться по полной. Поэтому очень мечтала пережить этот опыт еще. И Джонни предложил мне вместе отправиться в авиашколу, что было очень приятно, несмотря на то, что мы расстались. И в этот раз с нами произошло нечто невероятное. В небе нам позволили немного порулить самолетом. Официально это не разрешается, но нам показали, как поворачивать, наклонять, немножко поднимать самолет. И сидя по очереди рядом с пилотом, у нас было 2 полета, поднявшись в воздух, нам разрешили немного порулить. Такой прекрасный, невероятный опыт. 2 месяца после расставания я провела, беря курсы по дайвингу, серфингу, развивая свой YouTube-канал. И тут я почувствовала, что время пришло. Мои следующие цели поставлены, и меня тянет дальше. Пришло время улетать с острова. Цели, как всегда, есть. Я знаю, что все задуманное снова произойдет не по плану. Шри-Ланка очень хорошо меня этому научила. Я очень благодарна острову за этот драгоценный опыт, который она мне подарила. Отвечая при этом на многочисленные вопросы, которые я получаю сейчас от своих ланкийских подписчиков, я не планирую возвращаться на Шри-Ланку в скором времени точно. Я очень люблю эту страну, но, как уже сказала, для меня это не то место, где я вижу свою жизнь.
Вот, но это однозначно удивительная страна с очень богатой культурой и красивейшей природой, где вместе сосуществует консервативное и прогрессивное, старое и новое, буддисты, индуисты, католики и мусульмане. Тут живут добрые, дружелюбные, открытые, общительные люди, иногда даже слишком общительные и очень-очень улыбчивые. Именно Шри-Ланка научила меня ценить свою естественную внешность, которую я так полюбила, живя постоянно на пляже. Научила не пугаться огромных тараканов, которые разгуливают тут по домам наравне с кошками и собаками, и с размерами почти такими же. Шри-Ланка научила радоваться дню, который всегда идет не спеша и наперекор всем твоим ожиданиям. Шри-Ланка показала мне, насколько многое в мире может быть гораздо более доступным, чем мы это представляем. Главное быть готовым впустить это в свою жизнь. Вот такие мои итоги 15 месяцев жизни на этом острове. Я благодарю тебя, Шри-Ланка, ты в моем сердце будешь всегда. И благодарю вас, мои дорогие зрители, за то, что следите за мной и смотрите мои выпуски. Благодарю моих ланкийских подписчиков, которые смотрят эти видео, несмотря на то, что им очень неудобно читать английские субтитры. Я это очень-очень ценю. Спасибо большое. Скоро увидимся в следующей стране. Пока-пока и отличного вам всем дня.